Лабрадор вырастила 3 маленьких тигрят, брошенных собственной матерью. Когда тигрята подросли, их пришлось разлучить с собакой. Однако спустя 2 года произошло нечто невероятное, то, чего никто не мог даже представить. Мужчина по имени Генри, известный в узких кругах как специалист в области охраны животных и окружающей среды, делает все возможное, чтобы помогать разным животным. Генри подрабатывает в зоопарке своего родного города, где кормит питомцев и искренне заботится о них. Помимо работы, молодой человек уже не раз спасал зверей, попавших в беду. Однажды по дороге домой мужчина заметил на обочине грязного, умирающего щенка лабрадора. Генри не смог пройти мимо и забрал его с собой. Мужчина поместил щенка в зоопарк, где тот мог получить должный уход и вырасти настоящим защитником территории. Генри дал ему кличку Бейли. Лабрадор оказалась девочкой, и она сразу запала всем в сердца, как добрая и дружелюбная собака. Бейли всегда следовала за своим спасателем, словно охранник. Генри уже давно состоит в нескольких организациях, занимающихся спасением диких животных по всей планете. Ему часто звонят со всех концов мира и просят приютить то или иное животное, и мужчина, даже не раздумывая, всегда соглашается. Спустя 3 года после спасения Бейли Генри позвонил сотрудник благотворительной организации и рассказал о 3 маленьких тигрятах, оставшихся без матери-тигрицы. Он тревожно говорил в трубку: «Если малышам не помочь немедленно, они, скорее всего, погибнут». Генри задумался, как же он может помочь малышам? То ли дело взрослые животные, а тут надо выкармливать, и, как назло, нет ни одной тигрицы, которой можно было бы их пристроить. Генри быстро организовал для тигрят новый уютный дом в зоопарке, где работал. Оставалось решить самую главную проблему: как прокормить новорожденных малышей, которые отказывались пить молоко из бутылочки. После того, как местные врачи осмотрели тигрят и поняли, что с ними все в порядке, от безысходности было принято решение реализовать безумную идею. Он привел свою собаку-лабрадора в вольер к 3 малышам. К удивлению окружающих, собака не только не испугалась тигрят, но и сама подошла к ним, показывая, что не представляет для них никакой угрозы. Тигрята, потерявшие мать, с радостью прижались к ее мягким пушистым бокам. Бейли, которая недавно родила собственных щенков, позволила тигрятам пить свое молоко. Коллеги Генри поняли, что его задумка оказалась верной. Лабрадор без колебаний проявила заботу к чужим детенышам, признав их своими и заменив им погибшую мать. Следующие 3 месяца Бейли продолжала кормить и выхаживать тигрят так, словно они были ее собственными щенками, пока малыши не подросли и не научились питаться самостоятельно. Благодаря питательному молоку тигрята быстро набрали вес и по габаритам уже превосходили взрослую собаку. Но она все так же продолжала их кормить. Однако настал момент, когда лабрадору и тигрятам пришлось расстаться. Тигрятам пора было адаптироваться к жизни с другими представителями своего вида, да и их значительно подросшие когти и клыки стали представлять опасность для приемной матери. Генри не планировал устраивать встречи между Бейли и тигрятами. А зачем? Какой в этом смысл? Выкормила, да и все тут, все животные так делают, говорил мужчина. Однако через 2 года судьба распорядилась иначе. Однажды, в самом разгаре лета, на город обрушился мощный тайфун, сильнейший за последние годы. К сожалению, проливной дождь и сильный ветер разлучили Бейли с Генри. Собака не смогла найти укрытие и инстинктивно прыгнула в вольер к другим взрослым тиграм. 6 взрослых тигров заметили промокшего и напуганного лабрадора и стали угрожающе приближаться к нему. Казалось, все, собаку не спасти. Но тут как тут подоспели те самые 3 молодых тигра, которых когда-то вырастила Бейли. Они встали, закрыв ее от других тигров. Порычав друг на друга, тигры разошлись. Когда остальные хищники вернулись в укрытие, 3 молодых тигров не отходили от своей приемной матери, прикрывая ее своими мощными телами до самого окончания тайфуна. Они защищали ее от дождя и ветра, доказывая, что не забыли всю ту любовь и заботу, которую она подарила им в самый нужный момент.